Все же здесь любят мобильные игры. Это же замечательно, когда ты на унитазе, на паре, на работе в трамвае, можно сесть и поиграть в какую-нибудь мобильную игру. Кто-то выбирает PUBG, кто-то Brawl Stars, а кто-то любит больше PvZ или Age of History. Но настоящие ценители знают, что лучше всего это добыть легенду в Call of Duty Mobile. Говорил бы я в 2020 году, когда еще играл в Call of Duty Mobile. Собака сутулая. Как он вообще узнал то, что я там? Объясни-ка, пожалуйста, как ты узнал, что я вообще там нахожусь? Но сейчас, спустя 4 года, я решил снова зайти в Call of Duty Mobile и посмотреть, что же там с ним стало. И если честно, я разочаровался. Но перед тем, как мы начнем, обязательно не забывайте подписаться на канал, поставить лайк под видос, написать комментарий и зайти в мою ТГшку, там много чего интересного. Так что, Call of Duty Mobile меня очень и очень разочаровал. Я только зашел в меню и увидел кучу предложений купить ту или иную шмотку. И вы можете меня спросить, что я ожидал от мобилки. Но извиняюсь, 4 года назад я такого не наблюдал. А сейчас мне готовы душу продать за то, чтобы я купил какую-нибудь шмотку из магазина или боевой пропуск. Но мы все отклоняем и идем в сетевую игру, где нас встречают несколько режимов сетевой игры, которые есть и в полной версии. Но отличаются не тем, что в них всего участвуют 10 игроков. Из-за этого не будет забилок, как в обычном Call of Duty, что на самом деле я очень сильно люблю. И это даже немного расстраивает. Но если вы прошли обучение и достигли определенного уровня, когда открывается рейтинговая игра, то тебе не дадут спокойно поиграть в свой любимый режим, а скажут нажать на рейтинговую игру и начать играть на одной из ужаснейших карт Call of Duty Mobile, по моему мнению. Но рейтинговый режим на самом деле сделан отлично. Тебя не кидают к противникам на 3 ранга выше или на 3 ранга ниже, а либо на 1 ранг выше, если ты почти достиг следующего, или ниже, если ты сейчас практически на понижении. Ну, если честно, это обычно рейтинговые, где тебе за повышение ранга дают разные скинчики, облики, ну и так далее. Но сам сетевой режим, ну, реально, он просто обычный. В нем нет ничего такого, поэтому давайте лучше перейдем к самой большой части данного видеоролика. Зомби-режим. Да, большее количество людей, которые сидят у меня на Твиче, фолловься, кстати, я стараюсь стримить каждый день, знают, что любимый режим в Call of Duty это зомби-режим. Для меня это лучший режим, который я провел все свои школьные деньки. Но раньше это была обычная засада, которой я, честно, отнесся, ну, не очень. Она мне не сильно понравилась. Я больше люблю раундовые карты. И в Call of Duty Mobile этот режим тоже добавили год назад. И он вообще не очень. Они в нем взяли одну из самых популярных карт, Shin Onuma, где добавили подвал и битву с боссом. Но сама реализация это не то. Это вообще не то. То есть, давайте, например, возьмем главную пасхалку в обычной колде. Вы находитесь на карте, где у вас есть выбор. Играть как обычно или искать разные детали, которые, если выполнены, тебе дают финальную битву и продолжение самого сюжета. Вместе с этим по выполнению главной пасхалки меняется либо карта, либо зомби. Но вот в мобильном зомби этого нету. Там есть либо прохождение пасхалки, либо бесконечно убивать зомби. Причем в прохождении пасхалки тебе дают ограниченное количество раундов. И босс, который, ну, изичный, он прям изичный. Даже на хардкоре вместе со вторым боссом. Он легкий, он просто легчайший. И тут пасхалки зависят только на то, какой у тебя будет босс. Так еще и все детали пасхалки, которые надо находить, все написано в отдельной вкладочке. И сложность главной пасхалки облегчается, ну, очень сильно. То есть, да, в BO6 хотят добавить такую же систему. Но там хотя будет выбор либо по обычному проходить, как всегда, либо с подсказками. Но при этом они подсказки добавят только спустя 15 дней после выхода зомби-режима. Единственная сложная пасхалка это со сковородками. Только ее я решил посмотреть на ютубе, как пройти. Все остальные это легко, слишком легко. Так еще и добавили новых противников. Ну и давайте сразу скажу, огненные и электрические зомби это еще нормально, они даже как-то подходят к карте. Но роботы, это что? Это даже не сильно подходит к самой карте. Не то, что говоря про зомби-режим сам. Если вы хотели добавить роботов для усложнения, то делайте новую карту, а не возвращайте старую любимую Shin Onuma. Так еще и уебанский улучшайзер, который впихнут просто, чтобы он был. Хотя, чисто логичнее было бы его засунуть в подвал. И поэтому для меня это
просто худший зомби-режим. Он даже хуже, чем зомби-режим Vanguard. Королевскую битву трогать не будем, она мне не сильно интересна. А вот меню, ну, скажу вам так, за 3 дня я все еще в нем не разобрался. Он просто напичкан всем, и он тебе просто не нужен. Настройки и то выглядит куда понятнее, чем главное меню. Графика с 2019 года не поменялась. Если тогда она была более-менее, то сейчас, ну, это ужас. На это просто невозможно смотреть, причем я даже скачал шейдер пак вместе с текстур паком, и ничего не меняется. Она, кстати, неплохой. Он все еще держится и никуда не уходит, несмотря на выход в Warzone Mobile. Кстати, если хотите увидеть обзор на Warzone Mobile, обязательно, напишите в комментариях, поставьте лайк, давайте наберем 1 лайк. Ну, а сам интерфейс, он не изменился, и он, на самом деле, даже удобный. Плюсом его можно менять под себя. Не знаю даже, что еще и сказать о нем. Проблему с эмуляторами они даже как будто бы решили, потому что с эмулятора BlueStacks, это не реклама BlueStacks говно, у меня не могло зайти на аккаунт. А если заходило, то спустя несколько минут вылетало и проверяло катку. Но зато с официального эмуля он шел отлично. А в официальном эмуле, как вы знаете, не будет кидать к чувакам с телефоном. Так, давайте подведем в итоге. В общем, в 2024 году Call of Duty Mobile жив и умирать пока что не собирается. Советовал бы я вам поиграть в эту игру? Скорее больше да, чем нет. Все-таки игра очень сильно затягивает на долгое время. И даже, может быть, и плохой зомби-режим меня тоже смог затянуть. А я пошел жать морковки и играть в игры. Всем удачи!